Тема нашего вебинара – белок. Тема очень обширная и непростая. Как вы знаете, о белке в последнее время очень много говорят, в том числе в средствах массовой информации. И вместе с тем вот этот переизбыток информации, он приводит к появлению путаницы, недопониманий и даже мифов. Поэтому наша цель на этом вебинаре – рассказать, почему белок – это основа сбалансированного питания, систематизировать эту информацию, ну и разрушить некоторые мифы. Давайте начнем. Что такое белок? Подытожу. То есть тема сегодняшнего вебинара – белок – основа сбалансированного питания. И не зря мы начали с белка, потому что с латинского белок, протеин, протос – это первый и главный. Поэтому в разговоре о макронутриентах мы начнем с белка. Значит, что такое белок? Это сложное органическое соединение, которое состоит из множества аминокислот. То, что знают все, белок – это пластическая функция, это строительный материал. Но сегодня мы немножко углубим эти знания и на практических примерах покажем, как он в целом влияет на сохранение нашего хорошего здоровья и самочувствия. И где-то поговорим про его особые свойства, про качество белков, про особые свойства белков наших продуктов. Если говорить про состав белка, да, то есть мы уже начали, что это сложные молекулы, которые состоят из маленьких кирпичиков аминокислот, то в белке может быть от сотни до 1000 аминокислот. И именно разнообразие вот этих маленьких кирпичиков определяет, что это будет за белок. И такая аналогия, вот как с книгой, то есть аминокислот 20. Вот у нас есть 20 букв нашего алфавита. И то, насколько будет красноречив наш язык, насколько будет здоровое наше тело, смогут вырабатываться разнообразнейшие белки, а отсюда их свойства. Да? Это и кирпичики в каждой клетке, это и ферменты, где-то субстрат для гормонов. Настолько будет здоровое тело. Незаменимые их 8. 2 условно незаменимые. Об этом аргинин, гистидин, страсти во всем мире. То есть 8 незаменимых аминокислот, всего 20. И их разнообразие – это вся палитра белковых продуктов, которые мы видим в окружающей среде. Вот мы говорим много белковых продуктов. Давайте, может быть, чуть детальнее. Какие виды белка мы можем выделить? Мы выделяем полноценные белки и неполноценные. То есть полноценный по звучанию слова понятно, он полный. В нем вся палитра незаменимых аминокислот, которые нужны для нашего здоровья. И основные источники полноценного белка – это животные белки, мясо, рыба, птицы, яйца. И вот сегодня будем раскрывать тему соевого белка. Неполноценные белки традиционно – это растительные источники белка. Это фасоль, зерна, орехи. А в них не хватает незаменимых аминокислот, и очень сложно их комбинировать, чтобы получить все разнообразие. Вы говорили о том, что белок – это макронутриент. По сути, с него начинается все. В чем отличие белка от других макронутриентов, таких как углеводы или жиры? Это такая очень интересная тема и обширная, поэтому выделим главное. Первое, что мы должны понимать, белок не накапливается. То есть важно, чтобы рацион был сбалансирован, и мы получали его ежедневно, именно хорошего качества. И он не образуется из других компонентов. Поэтому при дефиците белка организм все равно его возьмет. Но возьмет из наших мышц, из органов, что нехорошо для нашего здоровья. Ну и если перейти к функциям, давайте расскажем, какие основные функции белок несет, почему он важен, собственно, да? Почему мы, в принципе, говорим про белок. Будем загибать пальцы. То есть первое, о том, здесь о чем все знают, это у всех на слуху, это строительная функция. Но это не только наши мышцы, это и кожа, и волосы. Поэтому если мы хотим быть, опять же, красивыми, эстетика, то вот маленькая ремарка по каждому пункту. Красота идет от изобилия. То есть если мы съели вот маленький прием еды, это не значит, что вот все пойдет вот как нам бы хотелось. То есть вначале первые, главные процессы, чтобы пищеварение было хорошее, чтобы была поддержка где-то сердца. То есть функции, которые будут всегда последние места, это иммунная система, это эстетика, вопрос репродуктивный, опять же, по наполнению нашей пищевой корзины. То есть это строительный компонент. Второе, используется для выработки гормонов и ферментов. Опять же, чтобы хорошо происходило пищеварение, нам нужны белковые молекулы для расщепления той еды, которая будет поступать. И защитная функция. О ней мы будем говорить немножко позже, поэтому вот сейчас таким просто примером. Сезон, когда начинаются простудные заболевания. Какая распространенная, такой совет, распространенная идея, которая есть в обществе? Ешьте что нужно витамин есть? С.
Вот. Сказать, что это правильно, да, это правильно, потому что, опять же, из наших презентаций важно, чтобы были антиоксиданты, витамин D, да? Но белковые молекулы, защитники, иммуноглобулины, это белковые молекулы. То есть если их не хватает, то очень хорошо, когда мы кушаем продукты, богатые витамином С, но нет белка, нет этого защитного щита у организма. И транспортная функция, на которой здесь в этом блоке последняя. Простой пример. Молекула гемоглобин. Все про нее слышат. Что это такое? Это железо, которое в таком белковом такси. Железо, глобина, глобула белка. Так вот, если не хватает белка, и у нас очень много железа в рационе из источников, которые не богаты белком, то очень сложно держать свой гемоглобин в норме, и чтобы было хорошее питание тканей, клеточек, органов. Белок – это щит, белок очень важен. И вот один из самых важных вопросов, наверное, самых распространенных. Какая адекватная потребность в белке? Сколько белка нужно получать с пищей? Здесь мы привели на слайде ВОЗовские рекомендации. Для женщин это 1,3 грамм на килограмм веса, для мужчин это 1,5 на килограмм веса. Хочется сделать ремарку, за один прием еды в идеале организм должен получать порядка 30 грамм белка, но всегда дьявол кроется в деталях. Для разных регионов даже ВОЗовские нормы по белку немножко разнятся. И здесь влияет и традиции, которые связаны с едой, региональные. Это пол, возраст, состояние организма, уровень тренированности, нюансы. Из того, что любопытно для меня, когда анализируешь потребление белка в разных странах, что касается чемпионов по белку, это Северная Америка, это Европа, Океания. То есть это страны, в которых достаточно высокий уровень белка в рационах. Азия, там где-то Индия, в них немножко меньше белка. Что касается соотношения животного и растительного, то, скажем так, в богатых странах процент животного белка в рационе выше. Так ли это хорошо, рассмотрим позже. И есть связь экономической ситуации и белкового рациона. Чем ниже доход, тем меньше белка в рационе. Чем выше доход, тем больше белка в рационе. И с более высоким доходом, опять же, растет доля животных источников белка. Вот такая закономерность. Ну вот про потребности вы упомянули. А если говорить про усваиваемость белка, есть ли какие-то нюансы? Безусловно, есть, потому что мы говорим, рекомендованная норма по потреблению белка, но есть разные источники белка, и можно съесть рекомендованную норму, но при этом и не усвоить, правда? И те выше описанные важные функции, то, как должно работать наше тело, оно будет не совсем компетентно, скажем, правда? И по усвоению белки делятся, то есть чаще всего из животных продуктов белок усваивается хорошо. Это порядка 80% усвоения аминокислот. Что касается растительных продуктов, то процент их усвоивания немножечко ниже, 60-80%. Но здесь, наверное, стоит сказать про изоляты. Да? Что такое изолят? Как он получается, в чем его преимущество? Вот у меня сразу рука потянулась. Первое, что ближе, это коктейль Формула-1. То есть если многие так для себя изоляты, пробовала ли я когда-нибудь его? Да. И 3 восклицательных знака. Вот же он, да. Потому что приятно, что в базе наших продуктов в основе стоит наука, а уже затем готовится формула. А почему у растительного белка такая достаточно низкая усваиваемость, а почему у изолятов высокая? То есть что такое изолят? Изолят, любой изолят, когда мы взяли продукт, в котором есть белок, то есть изолятом считается продукт, в котором белка более 90%, и убрали те компоненты, которые мешают ему усвоиться. То есть, например, у нас были соевые бобы, и оттуда убрали углеводы, убрали клетчатку, убрали жиры, и мы получили чистый, изолированный изолят белка. Очищенный белок. Очищенный белок, да. И тогда его процент усваивания порядка 95%. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, много мы рассмотрели сейчас про белок, про его роли, его функции, его особенности. Давайте, наверное, предметно посмотрим на роли белка и начнем, наверное, с роли для контроля чувства голода. Да, основа. Да, мы питаемся, нам нужен белок. Для чего он помогает контролировать чувство голода? Немножко с разных позиций рассмотрим, как это происходит. Давайте. Да. Когда мы в пищу используем белковые продукты, то не идет такого резкого подъема сахара. Да?
значит, мы дольшее время будем сыты, активны, ну и через большее временное окно нам захочется съесть что-то последующем. Да? Это все физиологически, метаболически понятно. Но у каждого эксперта есть своя точка приложения, где-то интересов. И меня всегда интересует, как питание влияет на нашу психологию и наоборот. И для меня очень любопытно было исследование, о нем я делюсь в таких живых встречах с независимыми партнерами. Исследование было как в модели экономической игры. Одну группу людей с утра накормили углеводным завтраком, другой предложили белковый завтрак. Такая метаболическая модель. Почему? Состав макробиотически влияет на уровень тирозина. Не беспокойтесь, дальше будет все просто. Это первоисточник для адреналина, норадреналина, дофамина, то есть того вот гормонального фона, нейромедиаторов, который будет выделяться далее в течение дня и будет определять где-то нашу активность, сытость, как будет работать наша нервная система. Так вот, если был углеводный завтрак, то есть, например, каша сладкая, то есть 80% углеводов и 10 белка, то люди были более мнительные. Была, опять же, точка фиксации — это сколько эффективных сделок было заключено. Достаточно мало сделок, порядка 40%. И люди были склонны наказывать других. Не очень приятная картина. Если белковый завтрак, здесь 25% белка и 50% углеводов, то процент заключения эффективных сделок был гораздо выше. Люди с большим удовольствием слышали других, и, опять же, заключались хорошие сделки, и настроение было лучше. Это можно, опять же, метаболически объяснить, то есть меньше падение сахаров, лучше контроль за голодом, лучше сытость за счет определенных нейромедиаторов, но не будем сюда углубляться. То есть подытожу, то, как мы едим, влияет и на то, как мы себя чувствуем, потому что еда — это база нашего хорошего самочувствия и здоровья, но в том числе и влияет на то, как мы ведем себя, на наше поведение, и в том числе эффективность работы. То есть можно сказать, что сбалансированный завтрак от Herbalife — это не только преимущество в питании, да, это еще и залог хорошего настроения и успеха в жизни. Да. В каком-то смысле. Отлично. Один из, опять же, частых вопросов, даже не вопросов, а один из мифов о том, что для снижения веса нужно исключить белок. Мы знаем, что белок играет большую роль в процессе контроля и снижения веса. Надо остановиться подробнее. Я хотел бы попросить вас рассказать чуть больше нашим зрителям про эту задачу белка. С радостью. И сейчас вот эта парадигма все-таки меняется. То есть на слуху о том, что даже при снижении веса, когда мы редуцируем еду, то есть, безусловно, наши предки были прекрасными диетологами. Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин ты врагу отдай. Да? Собственно, современные каноны это подтверждают. Так вот, с прицелом ты врагу отдай, то есть все-таки для того, чтобы вес снижался, нам нужно контролировать объем порций. Поэтому, снижая количество, часто мы можем и уменьшить потребление белка. Но это плохо скажется долгосрочно на нашем самочувствии и весе. Конкретный пример, который, я думаю, многих вот где-то зацепит, и так, да, эмоциональная память сработает. Эффект Плата. Когда был лишний вес, у кого 25, у кого 5 килограмм, у кого 500 грамм, не суть. Но вот он вначале уходит хорошо, а потом на каком-то этапе может просто встать. Чаще всего. Почему? Потому что не был учтен вопрос потребления белка. И если организм долгое время недополучает белка, он нам нужен, и мы говорили, что он не может синтезироваться из других макромолекул, то организм начинает брать белок из тела там, где он может его забрать. И вот мышцы, в которых немножко меньше процент становится белка, они метаболистически менее активны. А даже в покое мышца сжигает гораздо больше калорий, нежели любая, собственно, это наиболее метаболистически активная ткань. Вот, поэтому важно учитывать белок для того, чтобы снижение веса и процесс удержания веса был наиболее комфортный. То есть белок мы берем под замок, да, и держим его уровень. Правильно. Отлично. И у нас есть интересное исследование, о котором мы хотели бы рассказать. -2 размера с 2 месяца. Да, мне всегда интересна такая и научная подоплека, потому что, видя, опять же, слайды, за которыми стоит работа целой команды, и моя там в том числе, когда вот мы вводим какую-то
Ну вот у нас есть обозначение чего-то, но всегда интересно, как это пришло и что за этим стоит. Так вот, те радостные цифры, которые мы видим на экране, там минус 7 килограмм за 2 месяца, откуда это, да? Что это подтверждает? Здесь было исследование на 2 месяца на базе Института питания РАН, где группа добровольцев, исходно это было 40 женщин, но счастливицами стали только 30. Возраст от 16 до 41 года. И здесь у женщин была проблема красиво звучащее абдоминальное ожирение. Ну, в быту не очень это хороша, то есть нет талии, простым языком. А вот вопрос талии – это не только эстетика, это и гормональное здоровье женщины, определенная работа других, скажем, органов и систем. То есть талия – это предиктор здоровья. И на протяжении 2 месяцев производилась работа. Значит, первые 2 недели женщины находились в клинике, а последующие, вот до 2 месяцев, это уже было дома. Что происходило? То есть было все четко. 1500 колораж суточный, белка 20%, 50 углеводов и где-то 30 жиров. И девушки, женщины получали формулу 1 и формулу 3 на каждодневной основе. И вот уже в течение первых исследований, которое было в клинике, то есть первые 2 недели снижение веса было у многих до 4 килограмм. За протяжении всех 2 месяцев в среднем до 7, до 8 доходило. Вот такая маленькая деталь. Даже здесь в условиях, когда было наблюдение за дамами, максимальный сброс веса. И могу сказать, что и по своему примеру тоже, когда пациенты, клиенты приходят тебе на очную встречу, говорят, это очень мотивирует. Поэтому очень хорошо, что есть клубы, в которых нужно приходить, то вот этот личный контакт, даже по этому исследованию, деталь, максимальный сброс веса, когда идет контакт с людьми. И какие еще такие приятные, скажем, и подтверждения работы продукта, и в целой той стратегии питания, которую пропагандирует компания «Философия питания». То есть происходит снижение минус 4 килограмма жировой массы. Опять же, вернувшись к исследованию, то есть жировая масса уходит порядка 10%. То, о чем мы говорили выше, мышечная ткань, она метаболически активна. И часто проблема людей, которые снижают вес, мышцы тоже теряются. Так вот здесь нет этой важной информации, но про нее невозможно не сказать. Мышцы практически, то есть процент потери мышечной ткани 1-2%, жировой 10%. Это очень хороший показатель. Говорит о том, что снижение веса идет за счет жировой ткани, а мышечная остается. И за эти 2 месяца примерно 2 размера в одежде женщина теряла. Переведя это на такой медицинский язык, 2 размера одежды. То есть если приходили дамы с абдоминальным ожирением, и ожирение было у всех в большей степени первой степени, то уходя практически на 1 степень было понижение. То есть дамы уходили с позиции избыточного веса, уже легче. И опять же, здесь исследование на 2 месяца. А если употреблять продукт, употреблять, опять же, эту концепцию регулярное сбалансированное питание с нагрузкой, то тогда мы можем комфортно и удерживать вес, и снижать вес в те периоды, когда это нужно. Ну и нужно добавить, что 2 продукта, участвовавшие в этом исследовании, это Формула-1 протеиновый коктейль, Формула-3 протеиновая смесь. Вы видите процент содержания белка, 11 грамм белка на порцию в Формуле-1, это изолят соевого белка. Формула-3 это 5 грамм белка на порцию, это изолят соевого и молочного белка. Но помимо этих продуктов у компании Herbalife есть решение для сбалансированного питания в течение всего дня. То есть мы адресуем разные жизненные ситуации, и сбалансированный перекус, это протеиновые батончики, и возможность сбалансированно питаться, когда под рукой нет возможности принять какой-то обычный обед, да, традиционный, это Формула-1 Экспресс. И есть решение для ужина, ужин, который нужен, это белок, который позволяет тебе не переедать на ночь, также вечерний коктейль, продукт, который позволяет получить преимущество для полноценного сна. Ну и мы начали говорить уже про соевый белок, много раз о нем упоминали. Давайте перейдем к такой теме, как соевый белок. Собственно, что это такое? Можно ли его назвать идеальным белком? Я бы перейдя к этой большой теме, хочется остановиться на такой маленькой теме перекусов, потому что мы сейчас так обоснованно, зачем это нужно, нормы потребления, как это действует. Мы люди.
И вопрос «вкусно» порой для многих куда важнее, нежели что это действительно вот работает так-то и так-то. И вот где-то уже обсуждая с Василием вот по перекусам, благо, что есть два варианта, и протеиновые батончики нескольких вкусов. А вот для вас, вот для офиса, какие любимые вкусы? Конкретно в отделе маркетинга мы едим лимонные батончики. Они всегда у нас на столе, мы постоянно к ним прибегаем. Ну, а вечером после тяжелого дня рабочего это ужин с вечерним коктейлем. Ну, было интересно, потому что, опять же, в основе здесь мы видим перекусы, это всегда 10, если Формула-1 Экспресс, 13 грамм белка, то есть это очень сбалансированный состав для перекуса. Ну, это приятно. И опять же, Формула-1 Экспресс, то здесь в составе будет соевый белок, поэтому плавно перетекая, мы начнем про него говорить. Давайте, да. Соевый белок. Можем ли мы говорить, что соевый белок – это идеальный белок? Так, вначале нужно понять, что такое идеальный белок, как его померить, какими методами, и как, чтобы это был не пустой звук. Значит, позиция идеального белка, там 1957 год, группа ученых разработали, что именно соотношение таких незаменимых аминокислот, именно такой процент усваивания, будет говорить о том, что это идеальный белок. И вот эталонным белком принят молочный белок и яичный белок. Что касается соевого белка, он очень интересного строения, соединения в нем такие особенные, которые редко где встречаются в других продуктах. И пристальное исследование соевого белка порядка 20 лет ведется. И один из таких показателей PDSSA – это скорректированная по аминокислотному составу оценка усваивания белка. То вот этот индекс PDSSA, что он показывает? Насколько полноценный состав, то есть сколько аминокислот содержится незаменимых в белковом продукте, насколько это соответствует потребностям тела и как они будут хорошо усвоены. Идеальный белок по этому индексу приравнен к единице. То есть единицу имеет яичный белок, молочный белок и соевый белок. Да. То есть это исследование, которое доступно для всех. Что касается других белковых продуктов растительного происхождения, мы говорили об этом, неполноценные белки, их индекс гораздо ниже. То есть, например, бобовые, орехи, грибы, их нужно очень умело комбинировать, чтобы получить все незаменимые аминокислоты. То есть там мы можем говорить, это белок полноценный, и опять же лучшее усваивание белка дает именно форма изолята, когда убрали клетчатку, убрали углеводы, убрали жиры. То есть в форме изолята мы имеем белок в наших продуктах. Ну и существует несколько мифов относительно соевого белка. Наверное, один из самых распространенных, что соевый белок негативно сказывается на мужском здоровье. Это миф. Давайте развеем его. Да, давайте его развеем. Соя не содержит фитоэстрогенов. Точка. В сое есть соединения, которые по составу напоминают фитоэстрогены. Это изофлаваны. Изофлаваны выделяют две группы изофлаванов – гинистерин и диазеин. Дальше будет не больно, просто чтобы понимать, о чем мы говорим, хочется сравнить, то есть как рецептор. Опять же, женские половые гормоны есть как в теле женщины, так и в теле мужчины. И для того, чтобы развивались вот эти женские эффекты, нужно, чтобы эстроген соединился с рецептором, который для него создан. Значит, изофлаваны сои, они могут связываться с рецептором. И здесь в таблице мы видим вот эту афинность или сродство, попросту говоря. Значит, для эстрадиола сродство с рецептором 100%, это норма. А для изофлаванов сои, то есть подобных соединений, сродство с рецептором 0,2%, 0,7%. Для гинистерина его не так много, 13% и 1%. То есть эти проценты несопоставимы. И вся научная база говорит о том, что влияние соевого протеина на гормональный статус мужчины, а корректно на содержание тестостерона в сыворотке крови, гонадотропного гормона, на эстрадиол, на состав спермы, оно не влияет. Возможно, есть какие-то исследования на эту тему еще? Безусловно. Здесь мы приводим только одно из них, но могу сказать, что достаточно большая выборка. Чаще всего смотрели на протяжении 12 недель употребление соевого изолята, насколько оно влияет, собственно. И все-таки одно исследование я нашла, когда оно влияет. И, есть, опять же, дьявол в деталях. Мужчина употреблял каждый день 3 литра соевого молока.
Да, у него... Такой перебор немножко, У да? него немножко выросло. 3 литра соевого молока, то есть это не норма. Поэтому, опять же, если говорить и про воду, и про белок, и мы и говорим рекомендованное значение. Дальше, я уже немножко наперед знаю, мне прям очень хочется сказать, вот мы про мужчин поговорили, а для женщин. И те работы, которые касаемо женского здоровья, они очень оптимистичны как раз-таки изначально были. Так вот, что касается дам в таком интересном возрасте, когда уже постменопаузальный, часто снижение половых гормонов, где-то рост в области лишнего веса в области талии, что мы говорили, не совсем хорошо для женского здоровья и самочувствия. Так употребление соевого белка или часть замены животного белка, красного мяса, вот это исследование, их ряд, то есть уменьшение белков животного происхождения, конкретно красного мяса, и замена на соевый протеин существенно улучшает жировой обмен и уменьшение вредных холестеринов. Согласитесь, это важно. И даже если посмотреть вот публикации FDA, Американской ассоциации, то первое, что вот в ссылке вот появляется, это влияние соевого белка и на коронарное состояние, то есть вот этот хороший кардиометаболический эффект, конкретно вот со снижением холестерина. Опять же, мы хотим легких решений. Да, соевый белок – это хороший белок по составу, с хорошим составом, с хорошим действием на тело, но это маленький пазл питания. То есть если у нас есть физическая нагрузка, если у нас сбалансированный рацион, мы следим за своим состоянием тела, то тогда мы имеем результат. Взять во внимание только один пазл – это может не дать того действия, как оно может быть при полноценной картине. Вы несколько раз уже упоминали про физические нагрузки. Наверное, пришло время перекинуть мостик на еще одну важную роль белка в физических нагрузках. Безусловно, потому что белок очень важен и для формирования, и поддержания мышц как у спортсменов, так и у обычных людей. И я думаю, что здесь вот выведут на экран слайд, который показывает нам 2 дам с одинаковым весом. О чем я всегда люблю шутить и говорить, не нужно смотреть, сколько вы весите, потому что ни у кого нет табло на лбу, чтобы там была цифра 85 килограмм, 91 или 61. Это не так важно. Важно пропорции и качество тела. Так вот, даже имея одинаковый вес, часто мышечная ткань может быть не такой хорошей, как она могла бы быть. И научный такой термин саркопения, к сожалению, с возрастом реализуется. Попросту мышечная ткань немножко теряет белок, он замещается на жировую ткань. То есть если мы контролируем белок в питании и занимаемся физической нагрузкой, то есть без осевой нагрузки, без силовых упражнений, очень сложно держать хороший мышечный каркас. Вот мы об этом. И в продолжении, какое, скажем, идеальное решение компании с учетом физической активности и того белка, который должен быть, да? Озвучите, как называется этот продукт. У нас есть решение, действительно, это восстанавливающий коктейль Herbalife. Коктейль восстановления силы. Если мы будем тезисно говорить о его преимуществах, это прекрасный источник белка. Здесь мы имеем 25 грамм белка на одну порцию, а при этом умеренное содержание углеводов. Именно в таком соотношении идет хорошее восстановление мышечных тканей. Уже не хочу сыпать исследованиями, которые подтверждают, что именно такое соотношение, такое количество после физической нагрузки уменьшает маркеры повреждения мышечной ткани, лучше идет восстановление. И опять же, на что мы уже делали акцент, впереди стоит наука, затем создается продукт. То есть в коктейле восстановления силы идет изолят молочного белка, потому что по исследованиям он показал очень хорошую активность. Хотя, собственно, и соевый белок для каждодневного, то есть, скажем, люди, которые тренируются в своем темпе, опять же, мы потом будем говорить, как это все ввести в рацион. То есть в рационе может быть и Формула-1, и источники и соевого белка. Но вот после тренировки на данный момент исследования говорят о том, что молочный белок – это хорошо. Опять же, здесь адекватное содержание железа. Состав куда богаче, нежели слайд, поэтому хочется немножко дополнительно озвучить. Обогащение восстановления силы витаминами группы В, потому что у многих людей есть дефицит, а именно сочетание железа, витаминов группы В обеспечивает хорошее восстановление и интенсивный тренинг. И ряд исследований, которые это подтверждают. И есть комплексное соотношение белков, жиров и углеводов, потому что для полного восстановления тела после нагрузки
нагрузки, это важно. Он не содержит усилителей вкуса, какие-то подсластителей, то есть те же там допинговые рекомендации, поэтому мы видим наших амбассадоров в спорте, которые являются, собственно, вот лицом спортивной линейки, то есть состав оправдан. То есть после каждой тренировки мы идем и пьем наш коктейль восстановления сил. Да. Хорошо. Мы уже много поговорили про белок, расписали основные его роли. Есть еще одна интересная вещь, которую хочется вынести сейчас и поделиться с нашими зрителями. Это белок-иммунитет. Мы в начале этого коснулись. Мы об этом уже упоминали, да. Сейчас и хотелось бы хочется чуть-чуть углубиться. Еще раз сказать, то есть защитные молекулы нашей иммунной системы, для их работы, для их восстановления нужен белок. И если белка в рационе ниже 50% от нормы, то наш иммунитет не может так справляться с инфекциями, справляться с текущими состояниями. То есть важно поддерживать разнообразие аминокислот, которые будут поступать, да, то есть это полноценные источники белка, мясо, рыба, птица, морепродукты, изолят, сои. То есть у нас это все есть в доступе, скажем. И опять же, концепция, у нас есть прекрасное решение. Но для того, чтобы полноценно поддерживать свою иммунную систему, нам необходимы микроэлементы, нам необходима здоровая микробиота, а для этого овощи, клетчатка. Благо клетчатка есть и в Формуле-1, есть овсяно-яблочный напиток, комплекс пищевых волокон. То есть компания предлагает решение готовое, комфортное, быстрое, потому что мир сейчас такой: быстро, вкусно и результат. То есть у нас это есть. Учет всех необходимых параметров будет давать высокие показатели самочувствия и хорошие иммунные резервы. Ну, вот говоря про решение, давайте, может быть, посмотрим на план питания, потому что у нас есть решение для каждой части дня. Ну, с чего начинается хорошее питание и процесс? Это не завтра, а завтрака, правда? Да, поэтому совершенно. для завтрака мы уже оговорили о функциях белка, для чего он, сколько его должно быть. Поэтому с утра это белковый завтрак. Здесь прекрасное решение — это Формула-1. Опять же, с учетом индивидуальных особенностей, пол, возраст, опять же, то есть мужчина больше нормы белка. То есть лучше обогатить тогда Формулу-1, Формулой-3. Они прекрасно сочетаются. Затем, опять же, мне очень импонирует философия компании. Нет одного готового решения на все вопросы. То есть важно, чтобы в течение и рабочей недели, и каждого дня была физическая активность. Опять же, то есть маленькая. То есть по физической активности не нужно думать, что это очень недоступно, дорогостоящий, только тренажерный зал, там такое-то время лучше. Масса научных работ показывает важность вот каждодневной. Я вот сразу женщин вспомнила, тогда немножечко по этой веточке поведем разговор. Ежедневная работа по дому, там где-то уборка, сходить в магазин, там где-то погулять с ребенком, идет потеря фактически до 800 килокалорий. Это немало. Поэтому к физической нагрузке не стоит относиться как специальная нагрузка, специально отведенное время, место для нее. То есть мы сами можем создавать свою жизнь. Поэтому важно, опять же, то есть какое соотношение нагрузки должно быть для того, чтобы с учетом сбалансированного рациона иметь снижение веса или комфортно его удерживать. Это аэробная нагрузка в течение дня, то есть ходим пешком, ездим на велосипеде, плаваем. Это должно быть хотя бы 30 минут, ну лучше больше. И хотя бы 2-3 раза в неделю это силовая нагрузка. То есть то, о чем мы говорили, для того, чтобы хорошо работала мышечная ткань, чтобы с возрастом, со временем не происходило тех процессов, которые физиологически в ней происходят. Нужно, чтобы была именно силовая нагрузка в совокупности с аэробной. Тогда это дает результат. И после того, как мы хорошо позанимались, самое время для восстановления силы. Ну, а если дальше идти по дню? А если дальше по дню, опять же, спасибо компании, акцент на сбалансированность, на разнообразие. Хотя бы раз в день должна быть еда, которую мы приготовили своими ручками или взяли в том месте, которое мы доверяем. То есть это вкусная, натуральная еда. Мясо, рыба, птица, морепродукты, овощи. Хотя бы раз в день должен быть свежий салат. Это даст необходимое
по клетчатке, микроэлементам. Это важно для поддержания здоровья. Что касается времени, когда это жизнь, этого времени нет, тогда хорошее решение – это Формула-1, потому что мы имеем белок, мы имеем сложные углеводы, мы имеем 20 микроэлементов, витаминов, то есть это, опять же, то есть продукты, наши продукты – это сырье, натуральные, исходные продукты, поэтому это продукт питания, который идеально сбалансирован для каждодневного рациона. И вечер. Да, здесь Беларусь может только порадоваться за Россию и какое-то послабление для себя ждать. Это Формула-1 вечерний коктейль. То есть не зря именно вечернему коктейлю присвоено это звание инновационного продукта 2017 года, он его оправдывает. Потому что очень сложно из продукта выбрать и скомбинировать так, чтобы это соответствовало по норме белка, по соотношению макронутриентов, при этом умеренно по калорийности, содержание минералов, витаминов, но при этом вот этот L-триптофан, который очень важен для того, чтобы корректно происходила выработка гормонов, которые готовят нас ко сну, потому что, опять же, результат и по весу, и по самочувствию, и спортивные результаты куются не только кухня, что мы поели, не только там тренажерный зал или где-то мы ходим, бегаем, но это и спальня. То есть что качественный сон, то у нас как хорошо мы спим, высыпаемся, это и соматотропин, ряд гормонов и восстановление тела, которое затем обеспечивает должный результат. Спасибо. На этом мы закончили основную часть. Большое вам спасибо за внимание. Мы надеемся, что вам было интересно и познавательно очень. Но теперь мы готовы ответить на вопросы. И вот один из них уже прилетел к нам на экран. Реально ли при избыточном весе набрать норму белка и не перебрать в калориях, если пытаться набрать норму из обычных продуктов питания без специальных белковых продуктов? Я всегда люблю сложные вопросы, поэтому я бы на этот вопрос ответила реально. Но реально ли каждому человеку? То есть сразу если мы берем фокус только, предположим, у нас человек 130 килограмм, и мы так где-то понимаем, что нам нужна цифра белка хорошенечко за 100, и сразу морепродукты, качественная рыба, да, может быть, красное мясо, но тогда у нас позиция, то есть по белку мы набрали. Насколько это будет в долгосрочной перспективе безопасно, насколько это будет стоить, то есть как долго человек может потянуть такую корзинку из качественных источников белка натуральных. То есть ответить на этот вопрос можно, но есть много «но». То есть, безусловно, опять же, программа снижения веса, она где-то требует редукцию еды, в том числе и по колоражу, с одной стороны. Поэтому дополнительное использование белковых продуктов, оно качественно облегчает это. И делает, наверное, комфортным процесс снижения и контроля веса. Второй вопрос, который к нам прилетел. Как рассчитать... Озвучите. Да, как рассчитать норму белка людям в возрасте за 60 лет? Правда ли, что им нужна двойная норма, поскольку процессы старения идут быстрее, чем процессы восстановления? Так, с одной стороны, мне очень нравится вопрос, потому что только о нем можно устроить отдельный вебинар. Ну, может быть, мы запланируем. Мы будем смотреть. Смотрите, с одной стороны, элегантный возраст за 60, то есть метаболические процессы вроде бы не так активны. Но с другой стороны, нужно сохранять то, что есть. И процессы усваивания идут несколько по-другому, не в лучшую сторону. То есть насколько кишечник хорошо работает. Поэтому они точно должны быть не ниже рекомендованных норм. И именно вопрос в 2 раза выше, я бы так не сказала, это уже такое, скажем, жаргонное выражение, но придерживаться популяционной нормы однозначно стоит. Также, опять же, расширив этот вопрос, витамины, минералы для пожилых людей, также и белок, немножко ухудшается их усваивание. Поэтому для того, чтобы сохранять те ресурсы здоровья, которые даны, важно придерживаться популяционных значений и ориентироваться на конкретную ситуацию. Как работает кишечник? Опять же, сейчас есть такие объективные данные, поэтому если обращается клиент, например, к вам как консультанту, все ли у меня хорошо, адекватна ли у меня норма. То есть можно адресовать этот вопрос к врачу, да? То есть посмотреть определенные позиции, которые показывают, что у вас в достатке белка и ваше состояние замечательное. Спасибо. Третий вопрос, который к нам поступил. Как построить режим питания при аллергии на соевый белок? Можно ли включать в рацион наш белок? Что можно предложить? То есть это такой триединый вопрос. Да? Знаете, да, можем.
Как построить режим питания при аллергии на соевый белок? Ну, есть аллергия. Хотя чаще всего может быть аллергия вот на соевые бобы. То есть по исследованиям аллергии именно чисто на соевый белок, ее очень мало. То есть тут даже бы посмотреть, какие продукты использовались ранее, которые вызывали аллергию, более подробно составы. Вот, можно ли, и здесь тогда мы берем другие продукты, да? Да, у нас есть разные решения. Собственно, у нас есть решение. Можно ли исключать в рацион наш белок? Да, можно. Что можно предложить? То есть да, есть несколько продуктов. Альтернативы. Да, есть несколько продуктов, есть альтернативные виды белка, есть продукты, о которых мы говорили, поэтому не нужно себя ограничивать, нужно просто посмотреть. Посмотрите этикетку, посмотрите состав продукта и подберите, который подходит для вас наилучшим образом. Еще один вопрос. Если тренировка после 8 часов вечера, то Формулу-1 плюс Формулу-3 надо пить до тренировки или после? Угу. В зависимости наша тренировка нацелена на что? Снижение веса, удержание веса, просто поддержка формы. Поэтому если придя с тренировки, опять же, то есть по исследованиям, то, что в виде изолята, простым языком, если еда, которую нужно прожевать, например, кусок мяса с овощами, она будет усваиваться достаточно долго. То есть для вечера это некомфортный прием еды, особенно позднего вечера. Что касается формы изолятов и коктейлей, они достаточно быстро усваиваются, поэтому после поздней тренировки достаточно комфортно их употреблять. Теперь вернемся исходно. Какие у нас задачи от этой тренировки? То есть если стоит вопрос снижения веса, и тренировка была такая, скажем, больше с аэробным укладом, беговая дорожка, тренажерный зал, в которых мы больше аэробных видов, да, там эллипсоид, то есть мало было занятий с весом, то за часа 2 до тренировки это прием еды, в котором достаточно белка, углеводов, чтобы обеспечить интенсивную тренировку. И придя домой, вы смотрите, если выраженного чувства голода нет, и в течение сегодняшнего дня, вчерашнего дня был сбалансированный рацион, то можно, если вы вообще чувствуете, что нет аппетита, также и спортивные многие тренеры говорят, не должно быть фиксации вот конкретно на сегодняшнем приеме еды, важно, как оно в целом. Если придя после тренировки, и там был силовой компонент, ты чувствуешь, что ты хочешь есть, то есть не нужно мудрить, ты хочешь есть. Поэтому после тренировки, опять же, Формула-1 с Формулой-3 будет хорошее решение, потому что именно в соотношении белок с углеводом, в пропорции, то есть наши продукты этому соответствуют, уменьшаются вот эти маркеры повреждения мышечной ткани, маркеры мышечной боли, и в том числе лучше восстанавливается мышечная ткань. Но белок влияет не только, который мы съели прямо сейчас, но и то, что было несколько часов назад. Поэтому еще раз про сбалансированность рациона. Да, это очень важно. Надеюсь, ответили на вопрос. Еще один вопрос. За один прием пищи усваивается не более 30 грамм белка. Да, об этом мы сегодня говорили. Это не зависит от пола, возраста и физической активности. Конечно, зависит. Безусловно. Есть рекомендации, которую нужно подвести под всех. Поэтому это шлифуется в зависимости от многих позиций, и региона, и качества белковых продуктов. ВОЗовская позиция 30 грамм белка, потому что именно такое соотношение в целом даст тот белок, который будет усвоен, как-то покажет норму, на что ориентироваться за одну порцию, потому что в рекомендации 157 пунктов для каждого. И опять же, где-то немножко проще, когда ты берешь мерную ложечку, ты смотришь, сколько ты вообще насыпал, сколько грамматура, сколько ты получил. Но вопрос каждому. Всегда ли мы контролируем, сколько мы положили, с верхом, без верха, сколько там конкретно было, какой объем. Поэтому для обычного человека тот же кусок рыбы, мяса, вы контролируете, чтобы там было 30 грамм белка? Поставим многоточие. Поэтому иметь ориентировочную цифру важно. Но вопрос, безусловно, 30 грамм белка не будет для ребенка, для женщины в элегантном возрасте, для женщины-спортсменки, те же позиции для мужчин. Это средняя цифра. Опять же, уже или при общении с консультантом или с врачом, если такие вопросы более точечные. Спасибо. И еще один вопрос. Можно ли переборщить с белком? Съесть его слишком много? Василий, как вы на него ответите? Мне кажется, он такой очень... Я стараюсь есть много белка. Нет, можно ли переборщить с белком, съесть его слишком много? Можно, конечно.
Ну, у нас есть пример про мужчину, который пил 3 много литра. соевого молока. Да, и опять же, то есть масса исследований и примеров, которые говорят, что высокобелковое питание имеет свои, в том числе и негативные нюансы. Здесь, в позиции философии компании, сегодня на вебинаре мы хотели показать роль белка. Надеюсь, нам это удалось. Если потом уже на живых встречах будут вопросы, то с радостью это все обсудим, потому что тема важная. Но мы говорим о сбалансированном составе. То есть есть рекомендованные нормы потребления. В идеале, опять же, с учетом там сколько, если есть физическая активность, мы немножко повысим этот показатель. Но у нас рацион, в котором есть овощи, в котором есть полезные жиры. Это сбалансированный рацион. Мы не имеем высокобелкового питания, которое за собой тянет. Мне кажется, здесь нужно определиться с позициями, и с определениями. Ну, в общем и целом мы говорим про адекватное поступление белка. Да, Нам нужно адекватное при сбалансированном рационе. Когда у нас есть и продукты, которые обеспечивает компания, натурально хорошего состава. Опять же, философия компании о том, что нужно готовить хотя бы раз в день свежий салат, хотя бы раз в день это качественная еда, которую мы приготовили из хороших натуральных продуктов. Спасибо. Тогда, собственно, и резервы здоровья поддерживаются. Вы упомянули о существовании региональных особенностей норм потребления белка. Где эту информацию можно посмотреть и как учитывать при расчете индивидуальные нормы потребления? Все просто. Всего лишь 6 лет медуниверситета, потом год интернатуры, потом ординатура. И вы будете глубоко владеть этим вопросом. Но, тем не менее, наверняка есть какие-то базы, информация, Безусловно. где можно Просто детали посмотреть. при подготовке, то есть я использовала здесь, и справочники, то есть диетологические информация, то есть FDA, Food Drug Administration, это американские нормы. Вот, собственно, сведя всю эту информацию, мы в такой, я надеюсь, в доступной форме поделились этим со слушателями. И ориентировались, еще раз надо сказать, на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Расскажите про усвоение белка и калорий. Если белок из продуктов животного происхождения усваивается на 80%, что с калориями, которые находятся в тех 20% белка, который не усвоился? Это мужчина, мне кажется, писал. Допускаю. Потому что тут четкая математика, что с этим. Опять же, когда вернусь где-то к вопросу, потому что они где-то похожи. Там 30 грамм белка – это норма, которая должна поступать, а если особенности. А всегда ли усвоилось 80%? Мы в этом уверены, мы знаем, как работает кишечник. То есть есть какой-то комплекс информации, данных, которые мы свели и получили эту цифру. Если вообще начать с другой стороны на него отвечать, чтобы вы поняли, порой медицина и диетология сейчас логично. То есть есть определенные гайдлайнсы, то есть те рекомендации, которые мы следуем, общество, которое это регламентирует. Но как это происходит у конкретного человека, очень сложно. И поэтому и медицина сейчас персонализированная. Опять же, то есть мы взяли одинаковый объем еды и взяли его 2 разным людям. Для примера это будет достаточно, не хочется никого, опять же, по регионам, но это будет человек с лишним весом, который приехал к нам издалека, и кто-то худощавый, например, из абсолютно наш регион. Есть исследования, которые касаются микробиоты, то есть наши микроорганизмы, которые живут в кишечнике. В зависимости от того, какие штаммы там превалируют, то одинаковый даже колораж еды, одинаковый, он может у одних усвоиться под 90%, у других и на 60%. Поэтому эту цифру белка, которую мы видим, что животный белок в целом усваивается хорошо. Цифра, то в зависимости от микробиоты мы получим другие изменения. То есть не хочется совсем уже путать слушателей, которые, спасибо, нашли время, имеют интерес поделиться где-то с нами и послушать нас. Это рекомендации, которым следует, мы их видим и мы стараемся им следовать. Как это происходит индивидуально у каждого человека, сложно ответить. Есть масса факторов, которые на это влияют. То есть что происходит с тем белком, который не усваивается, но он не усвоился. Процесс физиологии, он идет в одном направлении. Калории, опять же, у нас есть параметры, которые показывают, как я себя чувствую. Есть очень простые критерии где-то здоровья. Объем талии, объем шеи, насколько я активен, сколько времени после еды мне не хочется есть. То есть, ориентируясь на это, мы понимаем, насколько у нас, в том числе нам хватает, нужно ли нам чего-то увеличить или чего-то уменьшить.
спасибо, Анастасия. И мы благодарны вам за исчерпывающую информацию. Большое всем спасибо за внимание. Мы рады, благодарны, что подключились к нам на наш вебинар. Не забывайте подключаться на следующие вебинары. До свидания.